Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в 7-м эпизоде серии «Курс молодого творца» я расскажу вам про разные виды педалей модуляции. Поехали! Как и в прошлом эпизоде с перегрузами, сегодня мы тезисно обсудим разные виды модуляций, а в будущем снимем более подробные ролики с примерами звучания и освещением истории каждого конкретного эффекта. Начнем с эффекта тремоло. Это единственный герой сегодняшнего выпуска, который будет влиять исключительно на громкость гитарного сигнала. Похожего эффекта можно добиться при помощи ручки громкости на гитаре. Остальные эффекты будут тем или иным образом влиять на тембр сигнала, но об этом чуть позже. Тремоло появилась в конце 40-х годов, став первым эффектом модуляции в истории. Примерно в то же время появляется кабинет Лезли, который позже станет основой для создания эффекта роутери. Конструкция кабинета построена на двух вращающихся динамиках с возможностью регулировки скорости вращения. Изначально он был спроектирован для использования с органом Hammond для воспроизведения звучания раструбов полноразмерных классических органов. Однако позже эффект широко использовался для обогащения звучания не только электрогитары, но и вокала. Гораздо позже, в конце 60-х, в Японии появляется Univibe. Как принято считать, задумкой эффекта было воссоздать звучание Лезли в формате педали. Однако в одном из своих интервью инженер-автор оригинальной схемы Фумио Миэда рассказал, что при создании эффекта черпал вдохновение во взаимодействии советских и японских радиоволн при настройке приемника. Одни вытесняли другие, создавали помехи, смещение фазы сигнала и так далее. Как результат, звучание Univibe получилось очень своеобразным. Он сочетает в себе такие эффекты, как фейзер, хорус и вибрато. Далее обсудим фейзер, пожалуй, один из самых фанковых эффектов модуляции на планете. Он дублирует исходный сигнал, задержка от 1 до 5 миллисекунд, вырезает из копии несколько частотных полос согласно количеству каскадов, меняет их фазу на 180 градусов, а после двигает полученный сигнал относительно оригинального согласно заданной скорости. В результате микширования двух сигналов частоты, находящиеся в противофазе, вычитаются, создавая характерные провалы в спектре суммарного звучания. По звуку это похоже на переливы волн вблизи и на расстоянии. Следующий эффект модуляции – фленджер. Он работает по схожему принципу, но с тремя ключевыми отличиями. Первое – большее время задержки от 5 до 15 миллисекунд. Второе – фленджер обрабатывает весь дублированный сигнал, а не только определенные частотные полосы. И третье – часть выходного сигнала подается обратно на вход и в линию задержки, в результате чего возникает резонанс сигналов по звуку, похожий на рев двигателя самолета. Следующий эффект – хорус. Он дублирует исходный сигнал с задержкой от 20 до 30 миллисекунд и слегка изменяет тональность копии. Таким образом возникает ощущение хорального исполнения ноты, где каждый участник чуть-чуть не попадает в ее тональность и длительность. Отсюда и берется название эффекта – хорус или хор. Следующий эффект модуляции – вибрато. Его проще всего описать как хорус без чистого сигнала, за счет чего эффект становится более выраженным и даже может вызвать морскую болезнь. И напоследок обсудим октаверы. Эффекты данной категории добавляют копию исходного сигнала с изменением тональности согласно настройкам педали. Изначально предлагался интервал в 1 октаву выше или ниже оригинала, а вариации наших дней обладают более широкими возможностями и способны синтезировать не только все интервалы в рамках ближайшей октавы, но и интервал в 2 октавы выше или ниже оригинала. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и до новых встреч в кривом эфире. Пока!
Поехали! Вперед! За Спарту! Поехали! Поехал. Куда ты поехал? Ездок. Видали таких ездоков? Какие молодцы, все сделаем классно. Остальные эффекты будут тем или иным. Так. Начнем с эффекта тремоло. Это единственный герой. Пишем. Было воссоздание звучания Лезли в формате педали. Знаете, какой молодец. Это я уравнителя самолета. Где каждый участник чуть-чуть не попадает в саму ноту и время ее исполнения. Отсюда все более выраженным и даже может вызвать морскую болезнь. Морскую болезнь. Какой ты смешной. Господи. Пока.